Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В прошлый раз мы вместе с вами связали тело и голову будущего крыса, а сегодня займемся остальными деталями игрушки. Свяжем ушки, ножки, ручки, хвостик и кончик носика. Итак, приступим. Начнем с самого простого, свяжем ушки. Вот так они будут выглядеть. Круглое ушко вяжется быстро и просто. Берем пряжу розового цвета и крючок 2 мм. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Делаем кольцо и фиксируем его воздушной петлей. Теперь провязываем 6 столбиков без накида в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. Второй ряд 6 прибавок. При этом хвостик от кольца амигуруми ввязываем в этот ряд. Третий ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. И четвертый ряд 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Закончили вязание, обрезаем нить, оставляя хвостик для пришивания ушка к голове. Вот такое ушко у нас получилось. У нас есть 2 ушка. Теперь свяжем ножки. Вот так они будут выглядеть. Вяжутся тоже довольно легко и просто. Берем опять же пряжу розового цвета и крючок 2 мм. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 6 прибавок. Третий ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 10 рядов по 18 столбиков без накида в каждом. Четырнадцатый ряд 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза.
15 ряд, 15 столбиков без накида подряд. Шестнадцатый ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Семнадцатый ряд, 12 столбиков без накида. На этом приостановимся и набьем ногу наполнителем. Набивать надо не плотно, в основном укладываем наполнитель в кончик ножки. Вот так должно получиться. Теперь продолжаем вязание. В последнем ряду у нас было 12 столбиков без накида. Складываем деталь пополам и вяжем 6 столбиков без накида за оба края детали. Все закончили, обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания ножки к телу. Осталось вынуть нить контрастного цвета. Ножка у нас готова. Таким образом у нас 2 ножки. Теперь займемся ручкой. Вот так она будет выглядеть. Маленькая ручка с 3 пальчиками. Вяжется она посложнее. Мне кажется, она самая сложная деталь из всех, но мы с легкостью справимся. Сначала свяжем пальчики. Берем пряжу розового цвета и крючок 2 мм. Первый ряд, 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем 2 ряда по 5 столбиков без накида в каждом, или 10 столбиков без накида подряд. Вот у нас готов пальчик. Приостановимся. Хвостик от кольца амигуруми обрежем покороче и спрячем в пальчике, чтобы он нам не мешал. Вот так. Предварительно я связала еще точно таких же 2 пальчика. Обратите внимание, от последнего пальчика хвостик мы не обрезаем ниточку, будем продолжать вязать. А от 2 первых пальчиков обрезали ниточки на небольшом расстоянии. Причем закончили вязание не соединительными столбиками, а зафиксировали воздушной петелькой, чтобы закрепить. Таким образом у нас есть 3 пальчика. Продолжаем вязание. Вяжем 4-й ряд и объединяем все пальчики вместе. Сначала прокладываем нить контрастного цвета, чтобы зафиксировать начало этого ряда. И по этому 3-му пальчику провязываем 2 столбика без накида.
Теперь присоединяем второй пальчик. Вводим крючок в первую петлю последнего ряда. Вяжем тоже 2 столбика без накида. Присоединяем третий пальчик. Вводим крючок тоже в первую петлю последнего ряда. По нему провязываем уже 5 столбиков без накида по кругу. Подошли ко второму пальчику. Из 5 петель здесь провязано 2 петли, поэтому сейчас вяжем 3 столбика без накида. И подошли к последнему пальчику. Тоже вяжем 3 столбика без накида. Если мы все сделали правильно, то контрастная нить будет в следующей петле. На этом мы немножечко приостановимся и выведем хвостики от первых 2 пальчиков наружу между пальцами с помощью крючка. Обратите внимание, неизбежно между пальчиками образуются отверстия. В дальнейшем мы их с помощью вот этих вот хвостиков и иглы аккуратненько зашьем, и ничего не будет видно. Продолжаем вязание. Вяжем 5-й ряд, 15 столбиков без накида. Шестой ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Седьмой ряд, 12 столбиков без накида. Восьмой ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Девятый ряд, 9 столбиков без накида. И последний, 10-й ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 3 раза.
закончили вязание, обрезаем нить, оставляя хвостик для пришивания ручки к телу. Вытаскиваем ниточку. Можно вынуть нить контрастного цвета, она нам больше не нужна. Набьем деталь наполнителем. Вот это отверстие стянем с помощью иглы. Для этого захватываем петельку последнего ряда и затягиваем ниточку. Захватываем следующую петельку, затягиваем ниточку. И так по кругу, пока не стянется отверстие полностью. Стянули отверстие, вставляем иглу в основание, откуда выходит ниточка, выводим чуть-чуть подальше, на один ряд ниже, делаем узелочек, и оставляем ниточку в таком виде. Она должна располагаться посередине ручки. Ну и осталось нам сшить отверстие между пальчиками. Аккуратненько разводим пальцы в сторону и, хватаясь за петельки, сшиваем. Делаем узелок и прячем ниточку в ручке, немного ее натягивая, чтобы узелок ушел внутрь, спрятался. То же самое делаем со второй ниточкой. Вот у нас получилась ручка. Теперь есть две ручки. Обратите внимание, что от одной ручки я хвостик обрезала, он нам не пригодится, а от второй ручки оставила. Именно этим хвостиком мы будем пришивать обе ручки к телу. Хвостик вяжется с кончика. Берем пряжу розового цвета и крючок 2 мм. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Теперь вяжем 4 ряда по 6 столбиков без накида в каждом или 24 столбика без накида подряд. Шестой ряд 1 прибавка, а затем 5 столбиков без накида. Теперь вяжем 4 ряда по 7 столбиков без накида в каждом или 28 столбиков без накида подряд. Одиннадцатый ряд 1 прибавка, а затем 6 столбиков без накида. Теперь вяжем 4 ряда по 8 столбиков без накида в каждом или 32 столбика без накида подряд.
16 ряд, 1 прибавка, а затем 7 столбиков без накида. Теперь вяжем 4 ряда по 9 столбиков без накида в каждом, или 36 столбиков без накида подряд. Двадцать первый ряд, 1 прибавка, а затем 8 столбиков без накида. Теперь вяжем 4 ряда по 10 столбиков без накида в каждом, или 40 столбиков без накида подряд. Двадцать шестой ряд, 1 прибавка, а затем 9 столбиков без накида. Теперь вяжем 4 ряда по 11 столбиков без накида в каждом, или 44 столбика без накида подряд. Тридцать первый ряд, 1 прибавка, а затем 10 столбиков без накида. И теперь вяжем последние 4 ряда по 12 столбиков без накида в каждом, или 48 столбиков без накида подряд. Закончили вязание, обрезаем нить, оставляя хвостик для пришивания этой детали к телу. Необходимо набить наполнителем. Набиваем не очень плотно, чтобы хвостик остался гибкий. Хвостик готов. Ну и осталось нам связать только кончик носа. Берем розовую пряжу и крючок 2 мм. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Второй ряд 6 прибавок. Третий ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 3 ряда по 18 столбиков без накида в каждом. Седьмой ряд 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. И последний 8 ряд 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Все, связали носик, обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания
кончика носа к игрушке. Осталось набить наполнителем. Набиваем плотно. Вот такой кончик носа у нас получился. Вот мы с вами и связали все детали для крыса. У нас есть тело, есть голова, есть два ушка, две ножки, две ручки, кончик носа и хвостик. На этом сегодня все. В следующий раз я вам покажу, как сшить все детали игрушки вместе, чтобы получился готовый крыс. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!